И начну я с заявления нашего любимого значит, премьер-министра Дениса Шмыгаля, которому я сегодня даже посвятил небольшой текст, который вот так вот и называется «СОС, холопы разбегаются», относительно украинских беженцев. Шмыгаль сказал, что надеемся, что все украинцы, которые убежали в Германию, быстро вернутся в Украину. Киев уже обговаривает технические детали возвращения с федеральным правительством и договорились вместе находить решение, как вернуть украинцев как можно быстрее. Ну, на этот счет там разродился и МИД, и в принципе эта линия, она периодически появляется в СМИ в виде тех или иных заявлений. И по этому поводу можно сказать одно, что наши феодалы уже вдруг с ужасом осознали, что действительно бегство холопов с подведомственной территории достигло таких пределов, что так дальше продолжаться не может, поскольку можно остаться один на один со своими владениями, сидеть, клацать голодными зубами, потому что никто не производит соответствующие блага, и даже любимые парикмахеры разбежались. И в связи с этим нужно как-то решать. Поэтому, ну а как решать, что они могут решить? Пойти, поскольку мышление это феодальное, как бы там, да, поэтому я уже представляю эти переговоры, когда приходят наши феодалы к немцам и говорят: у вас тут 1 миллион с лишним, значит, голов наших холопов, возвращайте нам их, самим нужны. И я вот вижу, как эти вагоны скотовоза, как бы там, да, с буржуйками там едут туда куда-то, в Берлин, в Дрезден, в Лейпциг, по всем необъятным просторам Европейского Союза, с надписью «Люди», для того, чтобы полицаи, заранее подготовленные, согнали, значит, этих беженцев, посадили в эти вагоны, и дальше Родина гостеприимно откроет свои ворота, чтобы что? Чтобы вот самое интересное, здесь наступает самый ключевой вопрос. Чтобы что может предложить Родина, как бы, этим людям, беженцам, которые прозорливо отсюда смылись? Ну, она ничего предложить не может. Свободы ноль, как бы там по всем свободам мы уже в конце всех всевозможных рейтингов. Экономическая свобода, ну, это просто что-то чем-то. То есть никогда силовики так не грабили бизнес, как сейчас. Вот. Политические свободы молчим, процесса политического просто нет, он отсутствует. Вот. Индивидуальные свободы, то же самое, попробуй не бусифицируйся, как бы там для мужского населения проблема. Я в прошлом эфире с Зелениным привел в качестве примера Сирию. Всем советую этот кусок просмотреть, где Медиазона провела интервью с сирийскими мигрантами-мужчинами, которые как раз нарисовали такими мазками картину, ну просто до боли напоминающую то, что происходит в Украине. И оказалось, что миллионы сирийских мужчин бежали из страны только, ну, в том числе потому, что не хотели бусифицироваться на фронтах гражданской войны, где Асад беспощадно утилизировал там сотни тысяч человек. Ну, понятно, что с другой стороны там тоже были не дети там, и игиловцы с Анусрой, в общем-то, тоже творили страшные зверства. Но значит, вот в этой конкуренции идеологических зверств ИГИЛа и внеидеологических зверств Асада, значит, никто особо не разбирался, хочет там человек умирать за, значит, идею, значит, исламского вот этого вот радикального фундаментализма или за отсутствие какой-либо идеи, кроме сохранения власти Асада любой ценой. Поэтому у граждан Сирии возник вот этот вот выбор, который привел к тому, что миллионы сирийцев начали бежать от войны, куда глаза глядят. Вот. И в этом контексте
Вот мы видим, что наша феодальная элита, она действует в схожей логике. Собственно говоря, поэтому я и на протяжении последних эфиров все время говорю, что важно это очень хорошо понимать, что произошло в Сирии, что тень Башара Асада, она ну, как бы отбрасывается и на Украину, и на Зеленского, как бы и на всю нашу правящую элиту, потому что коллапс на вот таких сверхвысоких скоростях и распасовках, которые мы видим в международной системе, когда каждый день страны как бы и лидеры государств бросаются заявлениями, за которыми стоят у кого-то стратегии, у кого-то страхи, у кого-то намерения, требуют очень быстрых реакций и самое главное осмысленных реакций с опорой на реальные ресурсы, реально мотивированное население и реальное понимание того, что происходит. Так вот, вот Шмыгаль, когда это все произносит, вот это бормотание пустоты организационной, которая воспроизводит пустоту, вещает в пустоту, потому что очевидно, что немцы, которые вот это все прислали, посмотрели на них как на дурачков, коими они являются, покрутили там у виска и перекрестили и отправили, дали в руку конфетку тузик, не знаю, как оно там по-немецки написано, вот, чтобы они ее пососали, пока ехали до границы, точнее говоря, летели сначала в Варшаву, а потом ехали до границы, и с Богом как бы ушли со своими безумными идеями, потому что немецкой организационной машине нужно топливо, а человек является таким топливом, и примат человека над всеми остальными ресурсами для стран развитого Запада уже давно очевиден. Поэтому, конечно же, они не будут никаких беженцев отдавать, конечно же, никто не будет там серьезно заботиться о том, как вернуть украинцев в Украину, потому что очевидно, что если война закончится, то те, кто экономически активные и имеют перспективу, включая там женщины с детьми, они будут оставлены, и немецкое государство будет прилагать все усилия, так же, как и все другие государства будут прилагать все усилия для того, чтобы этот ресурс человеческий остался у них на территории. А те, кто не будут вписываться, там пенсионеры, которым не за что жить, и которые живут сейчас на пособиях, конечно же, они вернутся в Украину и, ну, точнее говоря, если будет возможность вернуться там, куда возвращаться. Хотя, в общем-то, я думаю, что Германия в этом плане особо заморачиваться не будет, отправят, создадут условия, когда без поддержки люди будут возвращаться туда, где есть жилье, и будет это Украина, либо оккупированная территория Украины, они просто поедут туда, как это уже там происходит. И в этом случае Шмыгаль вместе со всей этой феодальной быдлотой, которая смотрела на человеческий ресурс, на человеческий капитал, как на что-то вот такое, как бы там, да, вот она получит не реализацию своих мечт относительно того, как получить старых посполитых, которых можно будет как бы сидя, значит, там где-то в Монако дистанционно дергать за сиську, которую можно выдаивать еще несколько миллиардов долларов, чтобы положить себе в карманы, которые можно будет проиграть там в казино в Монако там или где-то еще. Вот. Они столкнутся с тем, что вернется демографический неактивный элемент, которого тоже необходимо будет кормить. А если кормить будет нечем, то значит столкнуться с угрозой бунтов и всего остального, что сейчас, допустим, с чем сейчас столкнется Сирия, которая в условиях дезорганизации государства, например, должна решить базовый вопрос, откуда взять нефть, которую перед этим завозил Иран.